Всем привет, ребята! Сегодня на моем канале будет новая рубрика, а именно книжный обзор. Сегодня я буду с вами обсуждать и делиться своим мнением после прочтения экстремальной биографии Металлика от Мика Уолла и биографии Мьюз от Марка Боумана. Прежде чем приступить к обсуждению, я хочу сразу сказать спасибо издательству Бомбора, который предоставил мне две эти книги. Ссылочка на них будет в описании, так что вы тоже сможете спокойно купить, если в вашем городе не продаются эти книги. Ну а теперь давайте приступим к обсуждению. Естественно, я не буду говорить про сюжет и вникать непосредственно в эти книги, потому что я хочу, чтобы вы сами их прочитали. Тем более, как такового сюжета там нет, потому что это все-таки биография. Давайте начнем с книги про Мьюз. Во-первых, прежде чем обсуждать то, что находится внутри, давайте обсудим обложку. Как мне кажется, обложка очень приятная, она безумно классно изображает непосредственно Мьюз, то, что будет внутри. Такой неон, здесь есть какие-то части глянцевые, какие-то матовые, то есть ее очень приятно держать в руках. Запах новой книги, обожаю. Здесь нет ничего лишнего, здесь просто главы, которые даже никак не называются. Также важные события или какие-то важные пометки выделяются жирным шрифтом. Касаемо структуры, знаете, здесь как? В общем, вам могут рассказывать какое-то событие, связанное с Мьюз, или, например, создание нового альбома, и после этого события сразу же приводятся вырезки из интервью. Это могут быть интервью непосредственно команды, которая работала с группой. Также в конце мне очень понравилось, что здесь есть прям вся дискография группы. Во-первых, книга рассказывает не только о самой группе, да, каких-то этапах, сухо вот так вот перечисляя то, что было в их жизни, музыкальной карьере. Здесь также рассказывается о музыке того времени, когда зарождались Мьюз, о ее развитии. Биография написана очень бодренько, знаете, я вам потом буду приводить примеры из биографии Металлики, буду их немножко сравнивать. Здесь все написано очень бодро, с самого начала вам рассказывают о жизни каждого из участников, это все так переплетается между собой грамотно, а потом нас непосредственно опускают уже в их творческую жизнь, в этот творческий котел. Также мне безумно понравилось, когда я читала описание какого-то альбома, как он создавался, был акцент на даже самых мелких деталях, например, о том, как Мьюз создавал тот или иной звук, раньше же не было сэмплов. Лично я была очень плохо знакома с творчеством Мьюз и, наверное, никогда бы не купила эту книгу, если бы мне ее не предоставили для обзора, потому что я как-то всегда к ним относилась, знаете, так, ну есть такая классная группа, да, но я особо не буду погружаться в их творчество, пусть оно так и останется. Сейчас я понимаю, что зря я так думала, потому что когда я читала эту книгу, я буквально шла с группой по стопам. А что мне понравилось, здесь вы можете найти даже полный обзор, можно сказать, альбомов. И, например, когда я читала описание того или иного альбома, как он создавался, через что проходила группа, я включала этот альбом фоном и так знакомилась с творчеством группы. Это офигенный способ, потому что я теперь знаю очень много о Мьюз, возможно, даже того, чего я не хотела бы, но я все знаю. Также хочу отметить, что в этой книге автор буквально объяснял вам смысл каждой песни. Не оставались без внимания обложки альбомов, которые у Мьюз, кстати, всегда наполнены прям глубоким конкретным смыслом. Например, когда я читала пояснение к обложке Black Holes, я офигела от того, насколько это гениально. Этот альбом, в принципе, содержит в себе кучу намеков и скрытых смыслов. Также в данной книге присутствуют многочисленные вставки из интервью, как я уже сказала. В них еще детально описываются условия контрактов, работа с лейблами и другие рабочие моменты, что будет очень интересно узнать музыкантам, начинающим не только, и работникам индустрии. Также хочется отметить, как автор умело погружал читателя в голову Беллами. Если вы не знаете Мэтью Беллами, то вам нужно просто знать, что это человек, у которого бесконечный поток фантазии, который находится где-то, мне кажется, не в этом мире. Его мысли — это что-то невероятное. Также в книге упоминались трагические события, как, например, 11 сентября, которые очень хорошенечко так повлияли на творчество группы. Еще, кстати, было очень забавно читать про то, как ребята впервые посетили Россию. Из-за того, что у нас здесь очень распространено, особенно в то время, было пиратство, ты же не знаешь, сколько примерно людей тебя здесь слушает, да, потому что покупают тебя там, например, 10% только слушателей. И когда Беллами впервые приехал в Россию, он такой сказал: ну, ребят, короче, на нас придет, наверное, человек 20, если вообще кто-то придет. И они офигели от того, когда зал был просто переполнен. Также мне было безумно интересно наблюдать именно за описанием творческого процесса при создании альбомов, как парни пытались вот держать в себе этот огонь внутри, как они пытались найти общий язык, работали между собой, поддерживали
поддерживали вот эту дружескую атмосферу и всегда старались как-то привнести что-то новое в свое творчество. Также здесь не упускается упоминание, например, каких-то личных трагедий участников и как они поддерживали друг друга, как они пытались выйти из этого, не оставляли друг друга без помощи. Я сейчас вам рассказала именно о тех моментах, которые меня больше всего зацепили в книге. Давайте я теперь перейду непосредственно к какому-то умозаключению. Я вам не стала говорить прям конкретно по биографии, что и как было, потому что я думаю, что вам будет самим интересно почитать. Для кого рассчитана эта книга? Конечно, в первую очередь для фанатов Muse. Но я не являюсь, например, фанатом Muse. Но могу сказать, что я очень была довольна после прочтения ее, потому что я вдохновилась и зарядилась, знаете, какой-то позитивной энергией, если можно так выразиться. Эта книга будет 100% интересна людям, которые занимаются музыкой, которые работают в индустрии, либо же музыканты, потому что помимо того, что там описывается творческий процесс, какие-то фишки, которые использовали музыканты, какие-то хитрости, также здесь непосредственно говорится о том, как заключались какие-то контракты, как на них обратили внимание лейблы, как вообще все это происходило, как они меняли там один лейбл на другой, какие-то заморочки вот эти все связанные с непосредственно рабочей частью, да. То есть это все очень интересно читать, и у тебя это где-то все откладывается, и это очень полезно будет. Так что если вы являетесь музыкантом, работником индустрии или просто человеком, который обожает музыку, интересуется ей, я думаю, что эта биография будет очень полезна для вас. Я, во-первых, открыла для себя Muse с другой стороны, и теперь в моем плейлисте намного больше песен их, чем было раньше. Теперь давайте перейдем к экстремальной биографии Металлика. Во-первых, когда я увидела эту книгу, меня очень сильно удивило, что тут была маркировочка 18+, и то, что это именно экстремальная биография. Я думаю, что же там такого экстремального? И сейчас я вам расскажу, что конкретно. Давайте также, прежде чем приступать к тому содержанию, что находится внутри, мы с вами немножечко обсудим обложку. Во-первых, обложка мне нравится намного больше, чем у Muse, потому что мне, в принципе, дизайн больше нравится. Очень классная иллюстрация, и здесь также присутствуют какие-то глянцевые моменты, какие-то матовые, и очень приятно держать книгу в руках и читать. Касаемо того, что происходит внутри, здесь есть главы, которые очень интересно названы, и ты понимаешь, почему они названы именно так только после прочтения главы. Например, здесь есть глава, называющаяся «Металл на губах» или «Трусливый лев», «Звонит тетя Джейн». И сначала, когда ты видишь главу, название ее, ты такой, что происходит? Но после прочтения ты такой, ну все понятно. Здесь также выделены важные моменты какие-то жирным шрифтом, поэтому если у вас мало времени, вы можете просто ознакомиться с этими моментами. Здесь нету в конце, как, например, у Muse, дискографии группы, но здесь есть алфавитный указатель, то есть все группы, которые упоминаются, какие-то песни и так далее, здесь все это есть. Куча положительных отзывов. Я на самом деле офигела от того, что Мик Уолл писал не только о Металлике, но и о таких монстрах, как Guns N' Roses. Про Оззи Осборна он тоже писал, про Iron Maiden. Короче, я поняла, что чувак не просто хер с горы. Ну и давайте теперь уже приступим конкретно к тому, что находится внутри, почему же это все-таки экстремальная биография. Книга начинается с мощнейшего пролога, который наносит вам просто удар в челюсть, и такой: я не понял, что это было. То есть с этого вы решили начать. А что конкретно там описывается, вы узнаете сами. Здесь также, как и в биографии Muse, описывается не только детально биография группы, но также и музыка того времени. После того, как нас познакомили с Ларсом, нам описывается встреча первая их с Хэтфилдом, и фокус плавно переходит уже на историю Джеймса. И так непосредственно о каждом участнике. То есть нас просто ведут за ручку от истории одного участника к другому. Под историей я имею в виду их знакомство с музыкой, непосредственно с музыкальными инструментами, и подкрепляется все это какими-то фактами из жизни. Нам в книге описывают буквально первые мелкие шаги, которые были проделаны в создании Металлика, какие изначально были проекты, что ребята делали до и во время образования Металлика. Также книга лично мне помогла узнать намного больше о развитии музыки того времени и открыла мне на многое глаза. И если книга о Muse погружала меня больше в британский рок, то книга о Металлике погружала меня прямиком в трэш-метал. И это вполне логично, потому что трэш-метал напрямую связан с Металликой. Также в книге есть много интересных моментов о Megadeth. Это вполне логично, потому что Дэйв Мастейн имеет прямое отношение к первоначальной Металлике. Здесь также детально упоминается, как именно Металлика стала Металликой, какие именно фишки они использовали, что их привело к успеху. Например, стаккато, приглушенной ладонью Хэтфилда,
который является его фишкой и фишкой уже непосредственно Металлики. Также в этой книге упоминаются люди, которые помогли открыть всем глаза на Металлику, которые жертвовали, мне кажется, абсолютно всем, чтобы у Металлики просто был шанс осветить новоиспеченную группу и открыть им дорогу. Также мне хочется прочитать один момент в книге, который просто меня очень сильно развеселил. Ты выходил из моша такой: я сломал нос, я сломал чертову руку, выходил с вывихнутой челюстью, просто из-за стейдж-дайвинга или толкания. И ты не говорил: ох, мне больно, ты выходил: черт, это боевое ранение, это было чертовски брутально. Это просто немножечко вырезка из того, как вообще образовались эти все мошпиты, что происходило в те времена, какая жопа там была. Самым эмоциональным моментом в книге была глава про смерть Клиффа, которая называется «Приди и сладкая смерть». Вы знаете, когда я ее читала, я честно скажу, что я заплакала, и эта глава просто опускает тебя на землю, и ты понимаешь, что ты не можешь отвечать абсолютно за все, и какие-то вещи ты контролировать не можешь. Если говорить, например, об отличиях этих книг, тут, скорее всего, больше можно сказать об отличиях биографии и о том, какой абсолютно разный путь проходили ребята, потому что, когда я читала книгу Амьюз, у меня было, знаете, такое эмоциональное состояние, хорошее и стабильное. Когда я читала биографию Металлики, я буквально проходила через все дерьмо, которое проходила группа, потому что я очень погрузилась в их историю, и у них на самом деле очень тяжелая история. Я даже не знаю, как это описать, потому что это просто фу. Когда ты проходишь через все эти тяжелые моменты вместе с группой, это оставляет вот на тебе какой-то осадок, но и в то же самое время это помогает тебе взглянуть на какие-то жизненные моменты под другим углом и просто вдохновляет тебя. Возможно, я сейчас говорю какие-то громкие слова, но именно так я себя чувствовала после прочтения биографии. Я никогда не читаю книги быстро, просто ради того, чтобы прочитать. Я всегда обычно погружаюсь и пытаюсь понять героев, вынести из этого что-то полезное. И экстремальная биография Металлики прекрасно этому поспособствовала. В какие-то моменты я читала, просто прекращала чтение, закрывала книгу и такая: да, черт возьми, да, вот в точку. Эта биография непосредственно до 2010 года. Последний альбом, который в ней описывается, это Death Magnetic. Если, например, в биографии Мьюз главы заканчивались вырезками из интервью, то в этой книге главы начинались с каких-то моментов, которые автор непосредственно видел сам. Теперь давайте я вам расскажу, почему же биография все-таки экстремальная. Потому что автор ничего не скрывал. Он описывал все так, как есть. Он не возвышал Металлику как нечто невероятное. Он просто говорил, что ребята молодцы, ребята безумно талантливые. Либо он говорил: ребята в этом просто облажались и так далее. Начиная от проблем с алкоголем и наркотиками, заканчивая до каких-то личных там переживаний и трагедий. То есть здесь описывается буквально все. Вам показывают, что да, это было раньше нормой употреблять наркотики, там разные кокс, кто-то вообще с героином потом, как Дэйв Мастейн связался. То есть это описывается как норма того времени, что да, раньше такое было, это отвратительно, что Джеймс потом начал бороться со своей зависимостью с алкоголем, какой этап переживала группа, когда он, собственно, пытался бороться за свою жизнь, если можно так сказать. Тебе без утайки рассказывают просто о всех каких-то залетах группы, о том, как они там себя отвратительно вели, когда они употребляли алкоголь, наркотики, что происходило в турах, там женщины, это вот весь этот разврат и так далее. То есть вам просто говорят, что ну вот в этом туре было вот такое, что они это делали, а в этом туре было так. А в этот момент происходило то. Вам просто тыкают факт, не смакуя его. Поэтому эта биография называется экстремальной. Вам показывают Металлику абсолютно полностью, такой, какая она есть. Вам показывают напрямую, что раньше было то, сейчас то, что Металлика раньше была такая, сейчас она такая. И когда ты читаешь эту биографию, иногда ты такой: фу, вот же жопа. Пьянство, разврат, наркотики. Поэтому экстремальная. Мне кажется, эту экстремальную биографию будет интересно почитать абсолютно всем, потому что Металлика — это достаточно большая фигура в мире музыки, и людям, которые связаны с музыкой, это будет очень полезно. Потому что здесь, так же, как и в книге Мьюз, описывали все эти рабочие моменты, как именно ребята вели бизнес, как они боролись за какие-то моменты, связанные с группой. Конечно, людям, которые любят Металлика и прям ярым фанатам, я просто говорю, что вам 100% нужно прочитать эту книгу. И знаете, я теперь детально знакома с творчеством и Мьюз, и Металликой.
Это две абсолютно разные группы с абсолютно разными историями, с абсолютно разными участниками. И я очень большие выводы сделала для себя, отложила очень много полезной информации и безумно вдохновилась. Поэтому могу сказать так, если вы любите читать книги, если вы любите музыку, то вам точно нужно с этими книгами ознакомиться. Что ж, если вам понравился подобный формат, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И также, если вы читали обе эти книги, а может быть одну из них, напишите свое мнение внизу в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!